В марте общий объем торгов на крипторынке составил $2,5 триллиона, что стало одним из самых высоких уровней за последние пару лет. Но знаете ли вы, что около 70% этого объема приходится на азиатский рынок? Последние данные говорят о том, что за первые 2 месяца 2024 года доля азиатского рынка в объеме торговли криптовалютой колеблется от 67 до 69%. И это связано с тем, что Сингапур, Филиппины, Таиланд, Малайзия и многие другие регионы Азии все больше и больше начинают развиваться в направлении криптовалюты. Но главным лидером азиатского рынка, конечно же, является Гонконг, который сейчас борется со многими другими городами за звание мирового криптоцентра, и стоит признать, что он это делает довольно успешно. В прошлом году гонконгский регулятор разрешил розничным инвесторам покупать биткоин, а также эфириум, и уже в этом году в Гонконге запустили крипто-ETF, которые за 4 дня торгов зафиксировали приток капитала на уровне $258 миллионов, что, несмотря на большую разницу с ETF-ами в США, говорит об активном интересе криптоинвесторов. Сейчас перед вами находятся одни из самых крупных криптофондов Азии, большая часть из которых базируется именно в Гонконге, и помимо биткоина, а также эфира, эти фонды активно инвестируют в китайские монеты. Ну а чтобы узнать название этих монет и понять, как активное развитие Гонконга в криптосфере окажет на них влияние, обязательно смотрите это видео до конца, потому что сегодня я для вас подготовил топ монет, которые были созданы китайскими и азиатскими разработчиками, и с масштабированием крипторынка в Азии они имеют потенциал на рост. В этом видео я вам расскажу про китайский эфириум, про самый популярный блокчейн в Китае, про платформу для оптимизации коммерческой логистики, работающую с компанией BMW, а также вы узнаете о монете, в которую инвестирует ведущий венчурный фонд Китая. Поэтому давайте не будем тратить время, а сразу перейдем к делу. Но перед просмотром, конечно же, поставьте лайк, ведь когда вы наберете 1700 лайков, мы либо сделаем для вас вторую часть китайских монет, либо новый топ самых перспективных криптовалют на май. Ну а вам приятного просмотра, вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, на крипторынке начинается новая неделя, на которой нам внимательно стоит следить за данными по притокам капитала в ETF в США и Гонконге, а также за отчетом по числу первичных заявок на пособие по безработице, которые окажут дополнительное влияние на ФРС, что в свою очередь повлияет на крипту. Но чтобы не пропускать эти важные отчеты, актуальные новости и большое количество полезной информации, обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, в котором мы всегда на связи и держим вас в курсе всех событий на крипторынке. Как вы уже поняли в начале, сегодня мы будем разбирать самые популярные китайские монеты и анализировать, какое влияние на них может оказать развитие крипторынка и запуск ETF в Гонконге. И если подвести итоги первой недели торговли гонконгских ETF, то мы увидим, что 6 компаний, которые запустили свои ETF, зафиксировали общий приток капитала на уровне $258 миллионов. Если мы будем сравнивать данную сумму с притоком в ETF в США, которые были запущены 11 января, то заметим сильную разницу. Ведь ETF от BlackRock, Fidelity, ARK Invest и других получили около $655 миллионов, причем это только за один день. Но согласитесь, сравнивать США, где только BlackRock управляет активами на $10 триллионов с небольшим Гонконгом, совершенно неправильно. Вот поэтому главный аналитик ETF Bloomberg заявил, что 200 миллионов для Гонконга это как $33 миллиарда для США. Эта сумма получается путем расчета количества инвесторов. И если следовать прогнозам от Bloomberg, то к концу этого года ETF в Гонконге должны получить $1 миллиард. Учитывая текущий интерес инвесторов к рынку криптовалюты в Гонконге, это возможно, что является хорошим катализатором для роста биткоина и эфира. Но в Гонконге покупают не только эти две главные монеты, потому что одним из самых популярных альтов на азиатском рынке является токен NEO. Про эту монету я вам рассказывал год назад вот в этом видео, до того как Гонконг разрешил розничным инвесторам покупать биткоин и эфириум. После выхода нашего ролика NEO вырос на 70%, при этом в марте его цена пробила локальный максимум на уровне $23 и зафиксировала рост на 140%. А чтобы понять, какие перспективы есть у этой монеты, я вам напомню ее главные задачи и особенности. На самом деле NEO это китайский эфириум, из-за чего уже можно понять, что это блокчейн первого уровня, который предоставляет высокую пропускную способность, оптимальную надежность и само собой функцию масштабирования. Это очень старая монета, которая была запущена еще в 2014 году, и главная идея NEO
Neo заключается в том, чтобы оцифровать реальные активы и автоматизировать их работу с помощью смарт-контрактов, точно так же, как и Ethereum. Собственно, вот почему люди называют Neo китайским эфиром. По факту, крипта в Китае полностью запрещена, и никому нельзя ни покупать, ни продавать, ни использовать крипту. Но Neo стал первым блокчейн-проектом в Китае, получивший одобрение регулирующих органов. Интересно, что китайское правительство поддержало этот проект даже после введения жестких правил. Фирма является одной из немногих избранных криптовалют, которым в настоящее время разрешено работать в Китае, что является большим преимуществом. Блокчейн Neo обеспечивает полную поддержку активов блокчейна, цифровой идентификации и смарт-контрактов. Платформа может поддерживать децентрализованные приложения всех типов, токенизацию реальных активов, а также ICO новых монет. Neo было запущено китайской частной блокчейн-компанией OnChain, которая специализируется разработкой проектов для правительства и крупных предприятий. А самой масштабной разработкой данной компании является технология DNA. Это протокол, упрощающий создание публичных и частных блокчейнов. Из недавних важных новостей стоит выделить запуск NeoX Beta Testnet. Это специальное обновление, которое включает возможности управления несколькими узлами, в дополнение к улучшенному мосту между Neo 3 и NeoX, что само собой говорит о развитии проекта. Данную монету я вам советовал добавить в свой портфель почти ровно год назад, когда Neo торговался на уровне $10. Тогда он находился в фазе коррекции, как и все остальные альты, за счет чего он протестировал локальное дно около $6,5. Но как мы видим, именно здесь цена сформировала восходящую линию тренда, которая продолжает поддерживать Neo на протяжении 6 месяцев, и 30 апреля был протестирован диапазон $15. Ну а сейчас цена начинает консолидироваться. Поскольку я всегда рекомендую накапливать монеты на откате, вот эта область рассматривается как первый диапазон для покупки, потому что восходящая линия обеспечивает сильную поддержку, так что можно подождать небольшого повторного отката и сделать покупку. Кстати, именно по такому принципу участники подписки Coin22 Pro заработали от 80% на росте монеты Solana, потому что наши аналитики заранее предоставили вот эту лонг-сделку с точкой входа на уровне $118. Цена упала в этот диапазон, после чего начала расти, и такие сделки с прибыльными точками входа публикуются каждый день. Также мы не теряем время, а продолжаем помогать формировать прибыльные спотовые портфели, ведь сейчас самый подходящий момент для накопления перспективных монет. Но главная особенность нашей подписки – это пошаговое обучение на старте. Перед тем, как приступать открывать сделки, каждый новичок не только получает подробное обучение, которое на 90% состоит из практики, под руководством наших специалистов. А если на любом из этапов работы у вас будут возникать вопросы, вы всегда сможете обратиться к нашей отзывчивой поддержке. Поэтому если вы желаете покупать только перспективные монеты и заранее открывать прибыльные сделки, переходите по ссылке в описании и напишите нам, чтобы сразу получить всю необходимую информацию и уже сегодня зафиксировать первый хороший профит. Следующей не менее популярной монетой на китайском и всем азиатском крипторынке является VeChain. Про эту монету я также вам рассказывал в нашем топе год назад, когда она торговалась около 2 центов. Но после 30% коррекции цена VeChain также перешла в фазу восстановления и сформировала восходящую линию тренда. Но давайте разберем, чем же так особенно эта криптовалюта. VeChain — это блокчейн-протокол, направленный на стимулирование сетей компьютеров для управления платформой, позволяющей компаниям создавать и запускать децентрализованные приложения. Если говорить о главной цели данного проекта, то она заключается в оптимизации передачи данных для улучшения цепочек поставок разных товаров. VeChain был основан еще в 2015 году китайцем по имени Санни Лу, который раньше работал руководителем Louis Vuitton в Китае. Этот разработчик имел большой опыт в поставках и хотел решить множество проблем, которые бы ускорили весь этот процесс. Изначально протокол VeChain был решением только для управления цепочек поставок, но с запуском основной сети протокола в 2018 году он был переименован в VeChain Tor, что позволило решить область применения децентрализованных приложений, включив в него более универсальное решение для работы с данными. Разработчики VeChain заключили партнерство с несколькими крупными китайскими компаниями, включая госпредприятия Chain Tobacco и Haier. Это один из крупнейших производителей бытовой техники в Китае. А еще VeChain работал с китайским правительством над пилотным проектом по разработке платформы для торговли углеродом на основе блокчейна. Компания также была признана
Национальным управлением интернет-информации Китая, что только повысило репутацию и авторитет VeChain в Китае. Также VeChain успешно используют и другие мировые компании. Например, BMW использует VeChain для предотвращения мошенничества в тех ситуациях, когда скручивают пробег на этапе продаж автомобилей. LVMH использует VeChain для отслеживания роскошных кожаных изделий, а Walmart использует VeChain для отслеживания происхождения продуктов питания. То есть даже за пределами крипторынка этот проект реально пользуется спросом. Одним из главных инвесторов и холдеров монеты VeChain является китайский фонд Fenbushi Capital, который также активно инвестирует в STX и еще одну монету на базе ИИ под названием Graph. Также на днях VeChain объявили о нескольких новых партнерствах, включая с UFC и Vibe, которые вносят свой вклад в WeBetterDAO. Программа WeBetterDAO уже привлекла множество новых пользователей, успешно завершила множество раундов голосования и даже запустила новые интересные инновации. Таким образом, это оказало очень положительное влияние на цену самой монеты, которая, начиная с конца октября, строго движется в восходящем тренде, благодаря вот этой линии. На данный момент цена VeChain копирует движение других монет, и после вот этого отката на 40% цена все-таки удержала восходящую линию тренда и в ближайшее время будет консолидироваться. Если цена удержит эту восходящую линию тренда, это только добавит уверенности в продолжении роста. Поэтому я предлагаю рассмотреть вот эти три важные диапазона, которые выступают уровнями для покупки в случае отката цены вниз, а в условиях текущего движения рынка это вполне возможно. Лично у меня VeChain выступает лидером сегодняшнего топа, поэтому перед покупкой изучите эту монету более подробно. Далее у нас идет монета Conflux. И знаете что? Про нее я также рассказывал в прошлогоднем видео. Вот только если мы перейдем на график, мы увидим, что цена торгуется ниже уровней прошлого года. А все потому, что сначала токен CFX вырос на 80%, после чего в конце марта наступила резкая коррекция, и монета потеряла 60% своей стоимости. Но учитывая специфику движения этой монеты, мы должны понимать, что для нее это вполне нормальное движение, так как CFX всегда двигался вот в таких циклах, с подъемами на 500 и откатами на 60%. Ну а чем вообще занимается данный проект? Conflux — это публичный блокчейн, который имеет высокую производительность и масштабируемость, что делает его перспективной платформой для приложений корпоративного уровня. Conflux борется с NEO за звание китайского эфириума, потому что разработчики Conflux заявляют, что он является единственным в Китае общедоступным блокчейном, соответствующим нормативным требованиям. Данный проект был основан командой китайских экспертов по блокчейну, и он получил поддержку от правительства Шанхая, которое признало Conflux ключевой инновационной блокчейн-платформой и предоставило финансирование для ее разработки. В январе этого года Conflux также предоставили EFM. Это совместимое решение Bitcoin L2 в качестве дополнительного обновления. Оно облегчает перевод активов между Conflux и биткоином, что может стать катализатором разработки приложений децентрализованных финансов. В этом решении L2 есть встроенный стейкинг биткоина, который позволяет повышать безопасность Conflux. Также Conflux Network объявили обновление до версии Hydra 2.3.5, которая улучшает совместимость узлов, стабильность, обработку транзакций, а также более быстрые перезагрузки. Монету Conflux поддерживают два больших фонда, которые базируются в Китае, а именно Шанхайский комитет по науке и технологиям и фонд Хуншань. Они участвовали в первых раундах финансирования. Цена монеты корректировалась на общем падении рынка, и после тестирования этой долгосрочной восходящей линии тренда есть вероятность увидеть восстановление цены, особенно на фоне роста интереса к рынку крипты после запуска ETF в Гонконге. За счет того, что цена находится на локальном дне, этим можно воспользоваться и купить небольшую часть монет вот в этом диапазоне, чтобы дождаться вот этого уровня и зафиксировать профит. А поскольку эта монета не торгуется на Bybit, вы можете ее купить с помощью нашего официального партнера биржи OKEX, которая предоставляет самые низкие комиссии и лучшие бонусы для наших зрителей. Так что ссылку на OKEX вы сможете найти в описании. Ну а закрывает наш сегодняшний топ еще одна очень популярная монета. Ее, правда, создали не в Китае, но тем не менее она пользуется большим спросом на азиатском рынке, в том числе и в Китае. И это монета Phantom. Phantom — это платформа смарт-контрактов, целью которой является решение проблемы масштабируемости других блокчейнов с помощью специального механизма консенсуса. В настоящее время десятки различных проектов используют данный проект. К ним относятся OneInch для межсетевых транзакций, SushiSwap, одна из крупнейших DEX-бирж, BitGame и BitLoonbox NFT, а также Travel. Это сервис бронирования путевок для путешествий, который принимает криптовалюту. Phantom был официально основан в 2018 году одним программистом из Южной Кореи. Но при чем здесь Китай? А при том, что в тех самых раундах финансирования принял участие китайский
венчурный фонд Nirvana Capital, который остается одним из главных инвесторов в эту монету. В мартовском бычьем цикле Фантом показал хороший результат и вырос на 200%, пробив локальный максимум выше $1. Но цена не смогла устоять коррекции и упала на 40%. В движении всех сегодняшних монет можно заметить, что они находятся выше долгосрочных линий тренда, и Фантом не является исключением. Правда, его цена еще не протестировала линию тренда, из-за чего нужно покупать гораздо ниже текущей рыночной цены, чтобы не замораживать свои инвестиции в ожидании восстановления монеты. Таким образом, первый диапазон накопления находится вот здесь, и чтобы в этом убедиться, за монетой Фантом нужно понаблюдать. В целом, сегодня мы не просто так уделили время именно этим монетам, потому что последние данные говорят о явном росте интереса к крипте со стороны азиатских и уж тем более гонконгских инвесторов. Поэтому монеты сегодняшнего видео могут стать одними из перспективных вариантов на ближайшее время, но при этом не забывайте придерживаться правильного соотношения в вашем портфеле. Эти монеты являются более волатильными, а также имеют повышенную степень риска. Таким образом, ваши инвестиции в них не должны превышать 1-3% от общего портфеля, ведь вашей основой всегда является биткоин и эфир, которые проверены годами. Ну а если будет появляться больше информации, связанной с криптой в Китае и Гонконге, мы обязательно этим поделимся в нашем телеграм-канале, поэтому подписывайтесь. В комментариях напишите, какая монета вам понравилась больше всех, жмите колокольчик и увидимся в следующем видео. Всем желаю удачи, до скорых встреч!